Приступлю сразу к делу. Сегодня я покажу вам, что подручные средства всегда могут и накормить, и обогреть. Конструкции очень легкие и от этого просто гениальные. Одновременно буду делать две разные конструкции и испытаю тоже обе одновременно. Давно хотел попробовать сделать и протестировать эти идеи и их работоспособность. Здравствуйте, друзья! Привет-привет! Понадобятся пустые консервные банки. Этикетки долой, а нанесенную краску сотру шкуркой. После вскрытия крышки на одной банке остается внутренний бортик. Его я загнул молотком. Высокая банка входит в более низкую и широкую с зазором примерно 2-3 мм с каждого края. Делаю я это в первый раз, и надо попробовать на опыте, будет ли вообще работать. Для наглядности в стакан пока налью обычной воды и подкрашу ее обычным марганцем, чтобы было лучше видно. Потом в один из стаканов наливаю часть жидкости и, конечно, пролил. Пришлось потом переснимать. Второй стакан остается пустым. Часть салфетки из вискозы опускаю в стакан. И видно, как жидкость поднимается вверх по салфетке. Это просто чудо. Но это закон физики. А если взять эту же салфетку или что-то подобное, хоть бумажное полотенце, и поместить разными краями в оба стакана, то посмотрите, что произойдет. За счет капиллярного эффекта жидкость начинает двигаться. Капиллярный эффект заключается в подъеме или опускании жидкости в узких каналах или пористых телах. Это происходит за счет того, что жидкость стремится смочить поверхность канала и подняться вверх, несмотря на силу притяжения. Я ускорил часть видео в несколько раз. За 20-30 минут при этих условиях прошло примерно 25 мл. Продолжим. На расстоянии примерно 15 мм от края банки маркером сделаю разметку. Можно и вообще сделать на глазок без разметки, но мне нравится, когда все аккуратно. По ней на керню места для будущих отверстий. В качестве керна отлично подошел острый саморез. Металл совсем не толстый, и его легко можно даже проткнуть. Все же я решил воспользоваться шуриком и просверлить, а не проковырять эту банку. Так и быстрее, так и будет более качественный конечный результат. Сверло взял 4,5 мм. Вы, наверное, заметили мой новый инструмент – цифровой штангенциркуль. Оказалось, что это такая удобная штука. Для второй конструкции в высокой банке делаю 3 произвольные отверстия в донце и дырку недалеко от открытого края. Оно будет служить для выхода избыточного давления. В качестве капиллярного пористого материала будут салфетки. Они сделаны из вискозы и полиэфирного волокна. Позаимствовал у жены с кухни. Надеюсь, она не против. Сложив салфетку в несколько раз, уложил ее в банку таким образом, чтобы она не доставала до отверстий. Там же на кухне взял пару металлических губок. Все, походу мне конец. Они нужны для плотного прижима салфетки к стенкам банки. А салфетку можно заменить плотной хлопчатобумажной тканью или вообще поэкспериментировать с различными материалами. Главное условие – хорошая смачиваемость волокон и быстрая способность впитывать влагу. Для второй конструкции тоже пойдет одна салфетка, но она уже будет частично намотана на высокую банку, а потом вставлена в более широкую. При этом в собранном виде салфетка не должна быть выше широкой банки. Все, можно так и оставить. Но я решил усилить мощность и верхнюю часть салфетки сделать немного выше. Тогда выступающую часть нужно будет обернуть мелкую сетку. Сетка не будет давать сгорать выступающей части и значительно продлит срок службы. А ее выступающая часть даст большую поверхность испарения. Заново все наматываю, и можно переходить к испытаниям и практическому применению. Я решил немного дополнить проект и сделать очень полезную доработку. Тем более я буду использовать не только дома, но и на природе. Обмерил одну из банок, диаметр 101 мм, а высота 74 мм, плюс накинул зазор с каждой стороны. Этого уже достаточно, чтобы приступить к моделированию. Занимаюсь этим недавно и потихоньку учусь. Уже могу моделировать простые предметы и несложные формы. Это будет кофр для этой горелки. Даже на крышке название канала написал. Остается только дождаться появления на свет этой модели. Пару месяцев назад у меня появился еще один нужный инструмент в хозяйстве – 3D принтер. Это просто сумасшедшая штука. Я почувствовал себя ребенком с новым конструктором. Как жаль, что в моем детстве не было такого. Даже жена заинтересовалась. И он не для печати бесполезных игрушек, а можно печатать корпуса, шестерни, детали механизмов, модели для отливки, автодетали и многое другое.
Вот что получилось. Но я забыл учесть толщину стенок корпуса. Пришлось быстро переделать, и вот такой корпус получился. Прочный, отлично закрывается, классно выглядит и точно по нужным мне размерам. А в крышке с обратной стороны сделал быстросъемный крепеж для зажигалки. Как вам идейка? Она, как неотъемлемая часть, будет надежно закреплена внутри, будет всегда под рукой и никогда не потеряется. Классно получилось. Поджигать буду горелкой. Обычно использую ее вместо зажигалки. И многие спрашивали, почему использую именно эту горелку. Сейчас по-быстрому покажу. Отличается она от других наличием системы испарителя газов. Через встроенную трубку проходит не успевший испариться газ и испаряется, нагреваясь собственным пламенем. За счет чего даже в перевернутом состоянии она не плюется огнем. Вот это кольцо испарителя. У меня их несколько штук, и печку с дровами разжечь, и в машине лежит. Особенно зимой на всякий случай. Приступим к испытаниям. Тестировать буду обе конструкции одновременно, для лучшего сравнения. Топливо – этиловый спирт. У него хорошая теплотворность, нет запаха, нет копоти, отлично горит, многоцелевое применение. Ранку там обработать, обеззаразить, протереть что-нибудь. Налил в каждую горелку примерно по 100 грамм. Расход достаточно маленький, что большой плюс. На место поставил крышку. И для наглядности буду использовать прозрачную посуду. Так будет лучше видно. На тепловизоре видно, что вода холодная по сравнению с температурой окружающей среды и температурой руки. Только что из колодца. Я решил в этом видео иногда показывать кадры в замедлении до нескольких тысяч кадров в секунду. Мы часто просто не замечаем, что вокруг нас слишком много интересного. Первую горелку нужно немного подогреть для нагрева ее стенок и начала испарения топлива. Она входит в рабочий режим буквально через несколько минут. Вторая же загорается сразу. В каждой емкости примерно по 700 граммов воды. Можно рассмотреть, как распространяется пламя и тепло. Конструкции максимально простые. Никакого запаха, никакой копоти. Не нужен ни газ, ни электричество. Компактность, мобильность. И посуда всегда чистая. Спиртовые печи очень распространены. Они применяются как на обычных кухнях, так и на природе, на яхтах, в автодомах, да где угодно. С ними можно и приготовить пищу, и при необходимости согреться. Друзья, если понравилось видео, лучшая благодарность – это лайк, подписка, колокольчик. Делитесь ссылками в соцсетях, пусть видео помогает людям. Добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале. Пока-пока.